Повышение энергетики. Повышение энергетики вовсе не означает ее накопление. Это может показаться странным, потому что мы привыкли к фразам типа «мне не хватает энергии» или «я полон энергии». Накапливать можно только физиологическую энергию в виде калорий. Для этого достаточно хорошо питаться и регулярно отдыхать. Свободную энергию человеку накапливать негде. Она приходит в тело из космоса. Если каналы достаточно широкие, энергия есть, если они узкие, нет. Поэтому высокая энергетика – это прежде всего широкие каналы. Свободная энергия всегда присутствует в каждой точке, в неограниченном количестве бери, сколько унесешь. Необходимо научиться впускать ее в себя и ощущать себя частью Вселенной. Это не должно быть каким-то единовременным актом. Необходимо постоянно стремиться к ощущению энергетического единства с окружающим миром. Человеку кажется, что если он накопит много энергии, он станет сильным и сможет добиться успеха. Такое накопление служит лишь подготовкой к воздействию на мир силой внутреннего намерения. Как вам уже известно, попытки изменить или победить мир силовыми методами дело крайне трудное, неблагодарное, неэффективное и, следовательно, требующее больших затрат энергии. Человек, взаимодействуя с миром силой внутреннего намерения, слишком много о себе мнит. На самом деле он просто капля в океане. Внешнее намерение не изменяет мир и не борется с ним. Оно просто выбирает в этом мире то, что требуется. Внешнему намерению в магазине пространства вариантов нет необходимости ни выторговывать товары, ни отбирать их у продавцов. Для работы внешним намерением не нужно накапливать энергию. Ее и так навалом повсюду, мы буквально купаемся в ней. Накапливать все равно, что плавать в озере и держать за щеками воду про запас. Не старайтесь накопить энергию, а позвольте ей просто свободно проходить через вас в виде двух встречных потоков. Можете иногда замыкать эти потоки в два противоположных фонтана. Вот и все, что требуется. Не стремитесь превратиться в сгусток энергии, а представьте себя каплей в океане. Признайте и ощутите, что вы едины с Вселенной, вы часть ее, и тогда вся энергия в вашем распоряжении. Не концентрируйте энергию в себе, а слейтесь с энергией Вселенной. Расширьте свою энергетическую сферу и растворите ее в окружающем пространстве, не забывая при этом, что вы отдельная частица. Тогда, лишь пошевелив мизинцем внешнего намерения, вы за некоторый промежуток времени сделаете то, что силой внутреннего намерения сделать невозможно никогда. Я говорю о достижении вашей цели, а не о внутреннем намерении двинуть кого-нибудь по физиономии. Сиюминутные потребности можно удовлетворить действительно только силой внутреннего намерения. Свободная энергия будет присутствовать в достаточном количестве, если энергетические каналы не заужены. Сужение энергетических каналов происходит по двум причинам: засорение организма и постоянное воздействие стрессов. В зашлакованном организме энергия не может циркулировать свободно. В стрессовых состояниях каналы зажимаются еще сильнее. Кратковременные всплески энергетического подъема обычно сменяются длительными периодами спада. В такие периоды человек не может жить полноценной активной жизнью, а влачит размеренное существование. Со временем энергетические каналы все больше атрофируются. Это вызвано тем, что человек с возрастом перестает развиваться, входит в размеренный ритм жизни, и работа с каналами практически прекращается. Тренировка каналов происходит тогда, когда приходится использовать намерение на максимальном уровне. Добиваясь жизненно важных целей, человек стимулирует намерение, а следовательно и каналы. Как только основные вершины взяты, планка намерения начинает постепенно снижаться. Вот и приходит время, когда вечером, и не только, хочется только одного: расплыться в кресле перед телевизором. Энергетические каналы узкие, энергии намерения нет, жизнь не в радость, а в тягость. К счастью, все можно легко поправить. Для этого не потребуется заставлять свое намерение брать новые вершины. Энергетические каналы хорошо тренируются энергетической гимнастикой. Но будет еще лучше, если ощущение центральных потоков и тонкого тела вы будете по возможности всегда носить с собой. Это состояние несет в себе ряд преимуществ.
Вы находитесь в гармонии и равновесии с окружающим миром, чутко реагируете на изменения в окружении и успешно двигаетесь по течению. Вы подключены к информационному полю, неограниченному источнику для творчества. Получаете доступ к энергии космоса. Транслируете гармоничное излучение, что создает вокруг вас оазис благополучия и успеха. Но главное, действуете на грани единства души и разума, то есть ближе к внешнему намерению. Так ваша способность управлять внешним намерением развивается, а значит, желания начинают исполняться все быстрее и легче. Будет достаточно время от времени в течение дня включать фонтаны энергетических потоков и пытаться мысленно их усилить, но без усердия, не напрягаясь. Если при этом вы ощущаете некоторую тяжесть в голове, значит восходящий поток по силе превосходит нисходящий. В этом случае следует сфокусировать внимание на нисходящем потоке и немного усилить его. Потоки должны быть в равновесии, так, чтобы центральная точка находилась где-то в середине тела. Из этой точки мысленно направляйте излучение на всю энергетическую сферу, при этом ощущение тонкого тела явно усиливается. Таким образом, вы должны получить комплексное ощущение восходящего и нисходящего потоков, соединенное с ощущением своего энергетического тела. Если сконцентрировать внимание на нисходящем потоке, энергетический центр переместится вниз. И наоборот, если сосредоточиться на восходящем потоке, энергия будет накапливаться в верхней части тела. Помимо этого, физический центр тяжести будет перемещаться так же, как и энергетический. Это свойство можно использовать в спорте. Если требуется устойчивость на ногах, как, например, в горных лыжах, стоит усилить нисходящий поток. А если нужно прыгать, то усилить восходящий поток. Мастерам восточных единоборств хорошо известны эти свойства энергетических потоков. Есть такие специалисты, которых практически невозможно сдвинуть с места, если они сконцентрировались на нисходящем потоке. И наоборот, если мастер сконцентрировался на восходящем потоке, он может выполнять невообразимые прыжки. Выполняя физические упражнения, обращайте внимание на центральные потоки. Не следует это делать слишком старательно усердием, вы ничего не добьетесь. Просто бросайте иногда внутренний взгляд на область перед позвоночником и представляйте, как восходящий поток движется вверх, а нисходящий вниз. Если вы регулярно будете мысленно двигать центральные потоки, постепенно разовьется свободный навык их ощущения. Может показаться, что некоторые движения никак не согласуются с визуализацией потоков. Не торопитесь, со временем вы научитесь легко соотносить любые движения с ощущением потоков. Если вы занимаетесь силовыми упражнениями, вы можете ощутимо повысить свою энергетику, концентрируя внимание на центральных потоках. Когда делается движение с напряжением сил, внимание обращено на мышцы. Когда делается возвратное движение, при котором мышцы расслабляются, внимание переключается на центральные потоки. Момент расслабления нужно задержать на 1-2 секунды и почувствовать движение потоков. Возьмем для примера подтягивание на перекладине. В начале подъема дыхание задерживается, выполняется подъем, делается выдох, внимание сосредоточено на усилии. Затем, при возврате вниз, делается вдох, мышцы расслабляются, и внимание переключается на центральные потоки. Представляете, как во время расслабления энергетические потоки движутся одновременно в обоих направлениях. Необходимо до конца разогнуть локти и повисеть на расслабленных руках 1-2 секунды. Тогда вы явно почувствуете энергетические потоки, они словно освобождаются и начинают неторопливо двигаться. В момент расслабления не нужно их ускорять, отпустите их и дайте им возможность двигаться свободно. Выполняя отжимания от пола, центральные потоки можно, напротив, проталкивать с силой. Разогнув локти, одновременно мысленно с силой толкайте потоки на выдохе. Вдох и выдох в упражнениях делайте в таком порядке, как вам удобней, чтобы это не вызывало дискомфорта. Но вообще в большинстве силовых упражнений на фазе усилия дыхание задерживается или делается выдох, а на фазе расслабления вдох. Обратив внимание на потоки, вы тем самым уже стимулируете их усиление.
Чередование напряжения и релаксации стимулирует их еще больше, если правильно направлять внимание. На стадии напряжения они остановились и жались, как пружины. Во время расслабления пружины распрямляются, и сила пота Кая возрастает. После напряжения накопленная и сжатая энергия освобождается и буквально с силой проталкивается через центральные каналы. Повышение энергетики не только повысит жизненный тонус, но и сделает вас более влиятельной фигурой. Ваше излучение станет более весомым. Это пригодится, когда необходимо будет на кого-либо повлиять или в чем-то убедить. Известны также силовые методы энергетического воздействия на людей, но они идут вразрез с принципом трансерфинга, который гласит, что вы не имеете права что-либо изменять, а можете только выбирать. С окружающим миром не нужно бороться и давить на него. Это очень малоэффективный способ достижения своих целей. Как вам известно, на силовое давление мир, как правило, отвечает тем же. Чем выше ваша энергетика, тем лучше относятся к вам люди, потому что они подсознательно чувствуют энергию и даже в какой-то мере ее потребляют. Но обычные люди не подпитываются целенаправленно, подобно маятникам. Они словно купаются в чужой энергетике, если энергия в избытке переливается через край ваших фонтанов. Предоставляя избыток энергии людям, вы добиваетесь их расположения. Люди так привыкли отдавать энергию маятникам, что их всегда радует источник, сам дающий энергию. К таким источникам относятся так называемые магнетические или харизматичные личности. Про них говорят, они обладают каким-то необъяснимым обаянием, магнетизмом. Это и неудивительно. Что вызывает у вас большую симпатию? Лужа с застойной водой или чистый родник? Не беспокойтесь, если ваша энергия потребляется окружающими. Тот небольшой избыток энергии, который вы отдаете окружающим, будет работать только в вашу пользу. Допустим, вам предстоит очень значимая встреча. Откажитесь от важности и включите свои центральные потоки. Пусть они бьют фонтанами. Вам потребуется гораздо меньше умных слов и убедительных доводов. Просто включите свои фонтаны. Притягивая и пропуская через себя свободную энергию, вы одариваете окружающих. На подсознательном уровне они это почувствуют и, не отдавая себе отчета, проникнутся к вам симпатией. Секрет вашего обаяния будет загадкой только для них.